Привет, ребят! К нам в гости сегодня заехала интересная пара. Денис и его девушка Джейн. Джейн. Ну, вообще Джейн, целиком я ошиблась. Ред Джейн. Как? Целиком имя Ред Джейн. Почти Мэри Джейн. Да. А сколько ей лет, если не секрет? Ну, у нас совсем, так скажем, не будем вдаваться в подробности, какой у нее возраст. Ладно, если у женщины про возраст не очень принято, да, распространяться. Сколько тебе лет? Мне, если честно, я вот не помню, или 38, или 39. Примерно. Ну, Сойдет. где-то вот около этого. Окей, а что тебя занесло на Филиппины и как давно ты здесь находишься? Здесь, на Филиппинах, я нахожусь уже вот будет 6 месяцев, то есть уже полгода. Как мы. Да. Занесло меня сюда, я очень давно хотел попасть на Филиппины, еще лет 5 назад. Это все планировал, узнавал. Ну и не складывалось. Да, не складывалось, потому что сначала был ковид, потом вот сидел, я ждал в Турции 2 года, пока откроются Филиппины. И в конечном итоге я все-таки дождался, и вот с сыном сюда прилетел. Ну, ты не разочарован? Нет, я не разочарован. Я как бы надеялся на более худшее, чтобы не разочаровываться. В конечном итоге мои ожидания как бы даже превзошли. А сыну твоему сколько? Как он с тобой вообще? Где супруга, если не секрет? Как он так с тобой один сюда прилетел? Сыну 12 лет. Ну как он прилетел? Он сначала прилетел ко мне в Турцию. Самостоятельно? Да, один на самолете. То есть все это просто с 12 лет можно летать. Можно летать самостоятельно, и вот он сам прилетел, и мы уже с ним там какое-то время побыли в Турции, и уже прилетели сюда на Филиппины. А что касается жены, ну, бывшей твоей, я так понимаю, бывшей жены? Да, Она бывшая не против жена. была того, что- Нет, она не против, она нормальных взглядов, где детям удобнее, там они и пусть живут. То есть дочка у меня старшая, ей 14 лет, она осталась там с мамой, она с детьми, с маленькими помогает ей. А сын как бы захотел перебраться ко мне сюда, Но он в тепло. как бы типа в гости, или ты планируешь здесь его вообще оставить вместе с собой на постоянку, если ты вдруг останешься сам? Вообще какие планы? Ну, планы остаться здесь на постоянку, по крайней мере, в ближайшие лет 5. Ну, и он со мной здесь также будет оставаться, то есть все это. Ему здесь нравится. Учебы он дистанционно? Да, он дистанционно учится, онлайн-школа IBLS, наши пенаты. Вот сейчас как раз у них сдается 3-й семестр, все вот эти вот зачеты, там это все это. Так что Ну, уже отлично. 4 предмета сдано из 10, наверное. Привет. Ну, с сыном понятно, а я тут слышала, ветром принесло, что ты в федеральном розыске находишься. Ну да, там просто была на такая курорт приехал. ситуация. Нет, ну на курорт я просто приехал. Ну, как бы это федеральный розыск, он только внутри федерации действует. Поэтому как бы я ничего там, никого не убивал, не знаю, там не грабил, ничего это. Ну, просто в момент ковида не заплатил алименты. На меня завели уголовное дело и вот присудили мне полгода исправительных работ. В тот момент это нужно было по 12 часов в день копать ковидникам гробы. Ой, Ну, то есть, жесть могилы, точнее. Вот я решил, что Ты решил его копаться нафиг. в Турцию, да? Да, я лучше как бы в тепле, а не в холоде и в грязи, и как бы более свободен. И причем там должны были платить там 12 тысяч в месяц, 6 дней в неделю ты работаешь. Из них отдавалось, должно быть там, по-моему,
60% как бы бывшей жене в счет алиментов, 20% забирало государство себе, остальное мне. Ну так а как так получилось? Жена такая понимающая женщина, отпускает сына, значит, к тебе сюда, и при этом подает на алименты так, что там тебя аж в федеральном розыске ищут, как это все немножечко не складывается. Ну, Вы долго с ней прожили вообще? да, мы прожили около 15 лет. Мы прожили около 15 лет, и ну, как бы все было нормально, но как у всех, это какие-то разладки находятся. Да, то есть она подала на алименты со злобы, там, я не знаю, и вот такое получилось. Сейчас нормально с ней по-дружески общаемся по поводу детей, то есть все это, никакой злобы нету. Понятно. А как ты Джин встретил? Где ты ее нашел? Нашел я ее на Баду. Я уж не помню, или она мне написала, или я ей там вот это написал. Ну, так это встретились. Ну, смотрю, интересная молодая как бы девушка. Ну, так и все это и завертелось. Провели с ней Новый год, встретили как будто втроем, я, она и мой сын. А почему ты ее называешь обезьянкой, учишь ругаться матом? Не, ну это Нет, жестко. Я Нормально. просто, ну, это в Ну это шутку, же да. правда интересно, весело. Не, про мат не буду, просто... Ну, она слишком много уже мата знает. Ну вот тебе будет Она же не это- знает, что это мат, наверное. Нет, ну Она нет, знает она какие-то знает слова. что-то. А почему ты ее называешь обезьянкой? Вообще, как вы с ней общаетесь? Может, вы на обезьянном языке просто общаетесь, поэтому она обезьянка, в принципе. Ну, как бы обезьянкой, ну просто как бы она веселая, она не может сидеть на месте, она потешная, Ну, да. молодая, потому что... Да, она что-нибудь разольет, что-нибудь просыпет, уронит. То есть это вот просто постоянно, это ходячая как бы такая несуразица. Она вечно там корчит мордахи, я не знаю, там, ну и как бы я ее просто ласково так это называю там вот, обезьянка. А планы какие на нее у тебя серьезные? Ну, план, конечно, серьезно, почему нет, Ну, не знаю, Филиппины богатые женщинами, девушками симпатичными. Так ты же, вот, ну, как бы прилетел, да, с ней сразу познакомился, встретился, и все, и вот вы вместе, она весьма юная, там, ну, просто интересуюсь поэтому, потому что большой выбор, так скажем. Ну, выбор-то большой, да, но, во-первых, я хотел себе деревенскую девушку. Она как раз из деревни, она 100 километров от Домагети, да, то есть это вообще там совсем середина глухая деревня. Там, по-моему, даже никакого торгового центра вообще ничего нету. Меня это вполне устраивает. Она домашняя, хозяйственная, да, то есть она не может сидеть на месте, она постоянно там что-нибудь протирает, убирает, там стирает, там, ну, все что угодно делает, только не сидит на месте, да, то есть она может там сидеть в телефоне, хлоба подпрыгнула, и побежала что-нибудь делать. I can't breathe. В общем, у тебя серьезные намерения, и ты даже готов детей с ней заводить. Да, конечно, почему нет? А тебе много детей у тебя уже, вон, двое. Ну, есть. двое есть, надо еще Взрослые? двоих. Это двое-то уже подросли, это уже не дети, они уже как Ну, самостоятельные люди. Может быть, уже такой чудеса пожить. Нет, ну, с детьми как бы интересно, весело. Ну, как бы детей-то все-таки нужно там обеспечивать надо. А что у тебя здесь вообще с бюджетом вот на жизнь сейчас? На что ты живешь, если не секрет? Ну, Чем зарабатываешь? сейчас я зарабатываю немножко дзеном, немножко ютубом, немножко стоками. То есть я снимаю фото и видеостоки, их продаю на микростоковых площадках. Ну, это как бы очень развитое такое сейчас направление. Ну и дзен, то есть я веду блог американского блогера с его разрешения, и вот эту монетизацию как бы забираю с этого блога.
Ну и так, чем я раньше занимался, это автозапчасти, где-то что-то там до сих пор еще продаю, потому что запчастей осталось достаточно много в России, и вот как бы они тут тоже потихонечку реализуются. Понятно. Ну а бюджет у вас какой вот средний месячный сейчас на данный момент? Ну, Со съемом жилья там совсем меньше. Вот на вас троих получается. ну, если в рублях, то получается где-то в районе 25 тысяч рублей. То есть это квартира, электричество, вода где-то в районе 16 тысяч. Это считается как бы две спальни, очень большая такая гостиная, кухня и прачечная. То есть, ну, вообще, в целом, где-то около 90 квадратных метров это стоит 10 тысяч песо, это 15 тысяч рублей. А остальное уходит как бы на еду, там, на байк, там, на все это. Ну, в России на такие деньги не скудаешься. Да, да, то есть в России это я такие деньги тратил как бы на себя, там, на поесть. Здесь гораздо выгоднее. Турция была, ну, чуть-чуть, может быть, это дороже. Но опять же, сейчас там турецкая лира, она что-то упала, доллар вырос, и как бы стало не особо выгодно в Турции жить. И опять же, жилье там очень дорого стоит. Сейчас в Турции, например, за 40 тысяч это минимально, это однокомнатную квартиру можно снять. Здесь как бы можно вне сезон там за 20 тысяч рублей снять, я не знаю, ну, отдельный дом, наверное, такой вот достаточно близко к морю. Окей. Девушка твоя деревенская, вся такая покладистая, замечательная, тебя во всем устраивает. А вот в плане там, образования ее, ну, что она там школу закончила, как вы общаетесь? Она знает английский? Хорошо, плохо? Ну, школу, да, она закончила, я как понял, 11 классов, но у них здесь уровень как бы школы очень-очень низкий, да, то есть они не знают свою историю, они не знают мировую историю, да, то есть я задал вопрос, там, кто первый там это в космос полетел, кто там атомную там боеголовку там сбросил, на что там это когда, например, там независимость Республики Филиппины это наступила. То есть она этого как бы вообще ничего не знает. Поэтому, ну, с образованием здесь у них это все, конечно, плохо. По поводу английского, но, скажем так, я общаюсь с ней, ну так, я более-менее что-то знаю, да, но в основном это Google Translate, да, то есть какой-то там переводчик онлайн. Но когда я говорю в переводчик меня понимает, даже на английском. Когда она говорит на английском, вот это переводчик ее не понимает. Это очень, конечно, смешно, но вот, к сожалению, это так. Просто вот у меня такое все время впечатление, что сюда вот мужчины едут за женщинами с закрытыми ртами, так скажем, с которыми сложно поругаться, сложно вообще контактировать в плане речи все-таки, непросто. Короче, те, кто хотят, вот, чтобы женщина все делала и молчала, но тебе не хочется с ней поговорить иногда, вот чисто вот как, ну, ты смог поговорить бы с девушкой, россиянкой там. Нет, наверное, я уже в России наговорился, поэтому как бы моего как бы общения с ней, ну, достаточно. Я пытаюсь тоже прокачивать свой английский, да, то есть, ну, вот за это время, там, вот, когда она со мной начала жить там с февраля месяца, да, мы познакомились там где-то, ну, перед Новым годом. С февраля она уже живет со мной. Я реально как прокачал английский, это очень как бы хороший способ изучения языка. Ну, конечно, на практике всегда лучше. Да. Потому что мне как бы языки очень плохо даются, и я не запоминаю их просто-напросто. Ну, может быть, она еще и русский потом когда-нибудь выучит, если у вас действительно все там затянется. Ну, русский она очень хорошо начинает учить, да, то есть она там привет, пока, там спасибо, там на здоровье, будь здоров, да, то есть она это все как бы уже знает и применяет тогда именно когда нужно. То есть у нее как бы вот к изучению языка очень хорошо это. И она, ну, ей интересно это, поэтому она учит.
Но опять же, все это начинается с того, что она за мной повторяет, там, я не знаю, там, сижу, у меня что-нибудь там не получается, там, я такой, сука, блин, и она это повторяет. Не Ну, и там- материтесь при детях, как говорится. Да, да. Они все быстро схватывают. Она схватывает это моментом, это просто. Поэтому... Вот чёрт. Счётчик. You speak Russian language, да. You, What? you Russian. Russian word. Russian word. What you know? Да. Спасибо. Привет. Давай. Помоги мне, пожалуйста. Sorry. Извини. What? Sorry, прости. Прости меня, Дора, пожалуйста. Коротышка. Коротышка. Что там еще у нас? Будь здоров. Будь здоров. Темнеет, пойдем поплаваем, а попозже будем готовить ужин вместе все. Да? Да. Я звезданулся. Привет. 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 Дома. Филиппинка. Как тут знал, Филиппинка? Филиппинка. Ну, Как это хотите, просто поменяем. настолько 2 вилки. В общем, угощайтесь. Вот Бог послал нам сегодня картошечку с котлеткой, как в России. Не знаю, скучаешь по России ты или нет. Кстати, давно не ел эту картошку с котлетами. Не, котлеты я готовлю, но вот картошки, пюре что-то все никак. Мы часто пюрешечку для детей, поэтому у меня рука наметана на нее. Да, прикольно. Только единственное, картошка здесь немножко другая, поэтому... А как вы вот с Джейн? Что обычно кушаете? Ну, в основном готовлю я. Ну, потому что она что-то там приготовила, ну, там такое себе. Поэтому, как бы, ну, она вроде не жалуется, ест. Она, кстати, как бы, ну, такой человек, она не жалуется ни на что. Ну, когда человек жил скромно, так скажем, то жаловаться, не знаю, грех, наверное, если ничего особо не было. Ну, а вообще, как она, какие-то у нее есть пристрастия в еде? Сама вот что, к примеру, что она тебе сама готовила? Что это было? Филиппинское блюдо? Ну, она готовила, короче, какие-то макароны, которые просто в воде она замачивала. Ну, что-то вот такое. Понятно. Ну, такое, ну, пресно, Кухня, она такая, пресно да, непонятно, да. разная. А потом она делала, типа, как стейки по русскому рецепту, который она это в интернете нашла.
Ну, почему-то там устричный соус был. А я знаю, что вы еще едите вот эти вот самовыловленные огромные ракушки, Да. лежей, которых ты сам где-то там добываешь. Да, ну здесь как бы в море все есть, практически. Только надо на определенных глубинах знать, где это ловить. На ракушки мы уже не раз ловили. Они большие-большие такие. Мгм. Я делал как на манер крабового салата. То есть вместо крабов использовал вот эти вот ракушки. Прикольно. Да, и получилось достаточно вкусно. Единственное, мы их немножко переварили. А так, как бы, да, можно. А ежи? Сырыми едятся? А ежи просто они сырыми едятся, да, то есть и все как бы их. Ну, вообще в России это деликатес. А один большой ежик там в России стоит там 500-600 рублей. Угу. Здесь они как бы бесплатные, их просто Ну, я ни разу не огромном пробовала. количестве. Не знаю. Надо о чем попробовать. речь. У них естся как бы икра только и все. Короче, к вопросу о том, насколько можно здесь прожить, в принципе, еда сама добывается из океана. Да. Можно так сказать. А с Данькой поехали за бананами, поехали в сторону моря, Мгм. после того, как бананы купили. Нашли манго, дерево. И под манго, как бы под деревом много манго, да, то есть они, по-видимому, или они падают, или еще что-то. И вот как бы целых более-менее там несколько штук набрали на пробу, это очень вкусно и бесплатно. Ну, сейчас сезон манго начинается, сейчас вот манго будет там по 50, по 60 песо. То есть порядка где-то 80 рублей за килограмм. Прикольно, мы дикие видели манго, только зеленые мелкие такие. Натурально Вот эти такие зеленые, они настоящие. как раз внутри оранжевые оказываются. Они уже спелые. Jane, do you want married with Денис? What? Married. Married. Married? Yes, with Денис. No. Do you want? Do you want kids? No. Soon, but not now. М. Yeah. Джейн тактично хихикала по вопросу о свадьбе, но по поводу детей сказала, что попозже. Может быть. Не верю. Так, а что насчет у вас, что у вас насчет ссор? Вы ссорились как-то за это время? Хоть раз? И как Да это нет, происходит, если как бы общение такое в плане Она языка просто, именно? если мы с ней ссоримся, точнее, как это выглядит, она просто обижается и игнорирует меня, там, не хочет там, со мной разговаривать или как там надутая ходит. Ну а так, чтобы там она взяла, уехала прям. Нет. М. Мне на Дзене я выставил ролик, где с Данькой мы исследуем новые места. Мгм. И она мне устроила эту истерику. Вот ты поехал как бы в магазин, но ты где-то там лазишь, типа. Тоже похоже на ревность. Да, ну у нее ревность есть. Мгм. Я ей показал, что этот ролик был снят еще 22 ноября. М. Просто, у всех, кто занимается блогингом, у них материал как бы лежит на полках, там, может, годами. Ну да, понятно. Поэтому Короче, ревность присутствует. А у нее кто-то там какие-то отношения были, или ты не знаешь об этом? там кто-то был какой-то, не знаю, там, Местный. да, там ничего такого там серьезного не было. И всё. А недолго. с семьей, с ее ты не виделся? Только с ее сестрой, Мгм. с одной из старшей, там не заезжали, она здесь недалеко от Валенсии живет. По видео как бы там с ее там родителями там один разок там был там она позвонила им похвалиться в Новый год как раз. Мгм. С ее тетей виделся, у которой она работала. Ну, то есть, как бы семья у нее нормально реагирует на то, что у нас иностранцы. Да.
А живут они недалеко? где-то? Они живут отсюда где-то порядка 100 километров. Нормально. Да, но хорошая семья должна жить на другом острове. Да, приятно было с вами побеседовать. Спасибо, что заехали к нам. Приезжайте еще. Да. Пасеки покупаться. Ну, конечно, мы это приедем еще не раз, наверное. Но пока вы еще не уехали, мы постараемся почаще заезжать. И булок не забывайте привозить. Да, булочки это прям... Я всех уже подсадил на эти булочки. Мне кажется, это мне уже должны... Только Джейн не подсадил, походу. Она слишком Ну, худая. кстати, да, она не Привет, ест эти. спасибо. Как дела? What? Как дела? Кордон. Как дела? Коричела. Как дела? Как дела? О, фу. 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 You eat? Yes. Then I kiss you later. You like it? Come on. No? Here. Go, go. What? No, babe, no. Okay, you don't like. Salt? Can you get it from me? You. You. You, I said you. Я не понимаю, как жрать можно вот эту дрянь. У него же там крылышки. Короче, это балут. Как они это едят? Я не понимаю. What? There's Ну, nothing go. wrong with that. Короче, они отпивают вот эту жидкость сначала, What? потом берут и просто едят. Блин, мне показалось, что это сейчас обратно выйдет, но нет. Такое себе. Короче, они это едят. Да. Stop it.